Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о певце Михаиле Шуфутинском и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Совсем недавно Михаил Захарович Шуфутинский женился в третий раз. Избранницей 75-летнего артиста стала танцовщица Светлана Юразова, которая младше известного исполнителя на 40 лет. Однако семейное счастье Михаила Захаровича длилось недолго. Трагедия произошла 2 дня назад после музыкальной премии «Шансон года». По данным СМИ, после репетиции перед очередным музыкальным концертом Михаил Захарович застал в гримерке свою супругу в объятиях молодого певца по имени Данис, что в результате и стало причиной трагедии. Михаил Шуфутинский при помощи огнестрельного оружия нанес ранения, несовместимые с жизнью, своей супруге Светлане Юразовой и тяжело ранил молодого 30-летнего певца. Супруга Михаила Захаровича скончалась на месте до приезда скорой помощи. Молодой певец по имени Данис находится в реанимации. Пока неизвестно, откуда у Михаила Захаровича оказалось огнестрельное оружие. Есть предположение, что он взял его у своей охраны. На данный момент Михаил Шуфутинский находится в полицейском участке. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. При помощи ФСБ и сотрудников Организации по борьбе с преступностью и коррупцией в аэропорту города Волгограда был предотвращен террористический акт. 4 преступников были задержаны, пассажиры не пострадали. У известного певца Филиппа Киркорова были арестованы и заморожены финансовые счета в иностранной валюте на территории России и ближнего зарубежья на колоссальную денежную сумму почти 27 миллионов долларов. Причина ареста – скрытие финансовых вкладов, длительная неуплата налогов, а также сомнительное происхождение иностранной валюты. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагическую новость из мира искусства и культуры. Сегодня в день своего 85-летнего юбилея советский и российский актер, народный артист России Лев Георгиевич Прыгунов был госпитализирован с диагнозом обширный инфаркт. Состояние известного актера на данный момент стабильно тяжелое. Члены Организации по борьбе с коррупцией и преступностью, известные артисты Игорь Петренко, Виктор Сухоруков и Михаил Муромов в самое ближайшее время направятся в город Сочи для проведения очередной антикоррупционной проверки. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.